ВСУ возвращают территории. Успешная операция спецназа в неожиданном для оккупантов месте. Важная победа украинских защитников. Прорыв в оборонной отрасли. Новая разработка Киева заставит россиян бояться еще больше. Первая партия уже готова к бою. Закрытые российские документы попали в руки разведки. Раскрыта реальная ситуация в России. У Кремля большие проблемы. Германия всерьез готовится к войне. Миллиарды евро выделены на новые убежища. В Берлине настроены на худший сценарий. В России произошла схватка за трон, обращение к Путину с оружием в руках. Об этих и других событиях к утру вторника, 19 мая. Утро вторника, пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко. После воскресного удара по московскому региону ВСУ влепили Москве новую оплеуху. Украинский спецназ снова зашел туда, где оккупанты уже чувствовали себя хозяевами. В ГУР заявили об установлении контроля над Степногорском в Запорожской области. Главное управление разведки опубликовало кадры штурма, который осуществили бойцы спецподразделения «Артан». Штурмовые действия проводились слаженно с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие сюрпризов и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город. Впрочем, готовы к этому. Эта небольшая, но важная победа еще раз подтверждает глобальное изменение ситуации на поле боя. Его все яснее видят в мире. Если говорить о российской модели ведения войны, люди говорят, что они двигаются со скоростью улитки. Но это вообще-то оскорбление для улиток. Если бы мы посадили улитку в Авдеевку 22 февраля, она уже была бы где-то рядом с Чехией. А русские все еще на том же месте. Украина перехватила инициативу, добавила глава латвийской дипломатии, и мы должны воспользоваться этим моментом. Это была цитата. Европа ищет того, кто возьмется говорить с Путиным. По данным политиков, в ЕС обсуждают сразу несколько известных кандидатур: Ангелу Меркель, Марио Драги и президента Финляндии Александра Стуба. Отдельно называют и главу европейской дипломатии Каю Каллас, но здесь проблема в том, что в Москве ее считают слишком жестким противником Кремля. С Меркель тоже все непросто. С одной стороны, у нее огромный опыт переговоров с Путиным, и приятного было мало. Хозяин Кремля то испытывал нервы главы немецкого правительства присутствием собаки, зная, что она их боится, то рассказывал казарменные шутки. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Но главная проблема в том, что многие в Европе считают, именно политика времен Меркель помогла России слишком долго чувствовать себя безнаказанно. Впрочем, бывшая глава правительства Германии фактически взяла самоотвод. Она считает, что такие переговоры должны вести те, кто обладает властью. В свое время я выступала посредником в Минских соглашениях 2015 года в нормандском формате, всегда вместе с президентом Франции. И я вообще не могла себе представить, что сейчас я бы кого-то попросила: ты не мог бы сделать это за меня и поговорить с Путиным? Ранее в ЕС отвергли предложение сделать переговорщиком Герхарда Шрёдера. Кая Каллас тогда прямо сказала: тогда Путин будет сидеть по обе стороны стола. Прокаженный лайнер прибыл в конечный порт. Круизное судно MV Hondius, где произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, прибыло в Роттердам. Для экипажа, а это 2,5 десятка человек, уже подготовили специальные карантинные помещения. В рядах команды 4 гражданина Украины, а также моряки из Филиппин, Польши, России и Нидерландов. Пока симптомов болезни у них не обнаружили. В ближайшие пару недель они будут находиться под медицинским наблюдением. Это означает, что служба общественного здравоохранения будет ежедневно проверять их состояние здоровья. Глава Национального координационного центра по контролю инфекционных заболеваний Агентства общественного здравоохранения Нидерландов заверил, что дальнейшего распространения хантавируса власти не допустят. Кроме команды, на судне до сих пор находится тело немецкой пассажирки, умершей от вируса на прошлой неделе.
Недавний налет украинских дронов заставил взвыть Z-блогеров и признаться в страхе самых известных кремлевских пропагандистов. Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. Но есть новость, которая должна заставить тех, кто оправдывал агрессию, бояться еще больше. Украинский оборонпром вышел на новый уровень. Участник Brave-1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению. Разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАП имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. По словам министра обороны Михаила Федорова, это не копия западных или советских систем, а полностью своя разработка. Бомба весом 250 килограммов способна поражать цели на десятки километров вглубь после сброса с самолета. Первую экспериментальную партию уже закупила Минобороны. Сейчас пилоты тестируют новое оружие и отрабатывают его применение в реальных боевых условиях. Россия годами засыпает украинские города и позиции кабами. Только в марте было почти 8 тысяч таких ударов. Теперь Украина готова ответить тем же. Александра Хинштейна обматерили. Во время очередного селекторного совещания губернатор Курской области услышал интересную тираду от одного из чиновников. А вопрос был простой. Идут жалобы по отсутствию воды из Любимовки, это бывший солдатский район. Пожалуйста, главу района прошу прокомментировать. Владимир Петрович, не слышно вас. А вот ответ явно привел губернатора в замешательство. Мы, естественно, вынуждены были запикать этот перл, но на нормальном языке этот чиновничий месседж означает просьбу убраться. Позже глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев оправдывался. Мол, он думал, что микрофон отключен, а его эмоциональный спич был адресован вовсе не начальнику, а кому-то из подчиненных. Как думаете, когда путинское начальство начнут вот так посылать обычные россияне? Государства начали убивать больше. В Amnesty International заявляют, количество официальных казней в мире стало рекордным за последние 44 года. Главный лидер Иран. Там за прошлый год казнили более 2100 человек. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. И хоть большинство приговоров было вынесено формально за наркопреступления, правозащитники прямо обвиняют власти в использовании этого механизма как инструмента страха и подавления общества. Резко выросло число казней и в других странах. В Саудовской Аравии сотни случаев. В США количество таких приговоров почти удвоилось, а некоторые государства вообще начали возвращать высшую меру наказания после долгого перерыва. Хотя всего к такой практике прибегает 17 государств в мире. Украинские дальнобойные санкции работают. Новыми цифрами поделился Владимир Зеленский после доклада главы внешней разведки. Президент заявил, что эти данные получены из закрытых российских документов. Первый весомый индикатор – это сокращение активных нефтяных скважин. Только одна российская нефтяная компания, и не самая большая, уже вынуждена закрыть около 400 скважин. Второй индикатор – это сокращение нефтепереработки по меньшей мере на 10% только за несколько месяцев этого года. А сокращение нефтегазовых доходов бьет уже по финансовому сектору. 11 финансовых учреждений готовятся к полной ликвидации из-за проблем, которые другим путем не решить. И еще 8 банковских учреждений накопили критические проблемы, которые невозможно перекрыть без привлечения посторонних ресурсов. Дыра в федеральной казне растет, и на 5-м месяце года там уже не хватает 80 миллиардов долларов, и это на фоне банкротства региональных бюджетов. Но бьют по доходам Кремля не только украинские дроны, но и союзники. Только 9 мая Роберт Фицо навещал Владимира Путина в Москве, и вот уже один из подчиненных словацкого премьера, министр окружающей среды, заявляет, что готов изменить «Газпрому» с Азербайджаном. Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером. Вот такие надежные союзнички у Кремля.
Один из важнейших игроков в Евросоюзе, Германия, готовится к плохим сценариям всерьез. В Берлине решили вложить 10 миллиардов евро в новую систему гражданской обороны. Министр внутренних дел Александр Добринц заявил, что страна должна быть готова к войне и к крупным катастрофам. Власти собираются усиливать защиту населения, расширять работу спасательных служб и теснее связывать гражданскую оборону с армией. Деньги пойдут на технику, убежище, новые технологии и дополнительный персонал. В России произошла схватка за престол, правда, не за кремлевский. В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина ворвался в Эрмитаж, проник в Георгиевский зал и забрался на большой императорский трон. С него он решил обратиться к Владимиру Путину. Мне не надо снисхождения, мне надо, чтобы закон был исполнен и виновные понесли наказание. Как выяснилось, это был разорившийся предприниматель, который в такой необычной форме пожаловался на кредиты, коррупцию и произвол чиновников. В итоге попросил у Путина разобраться, что вообще происходит в стране. Путин, который 26 лет правит Россией, конечно же, не в курсе. Когда сотрудники музея попытались остановить мужчину, тот схватился за нож, который пронес в ботинке. Посетителей срочно вывели из зала, а самого нового императора скрутила Росгвардия. Большой любимец Путина, директор Эрмитажа Михаил Пиантковский, уже назвал произошедшее явным актом вандализма, причем вооруженного, и, похоже, посягнувшего на трон ждет самое суровое наказание. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже вечером.